Вы на канале Смачно. Как насчет паски с вялеными томатами и ароматным соусом песто? Знаю, звучит смело, и не все сразу согласятся на такой эксперимент, но поверьте, вкус влюбляет в себя с первого кусочка. В основе легендарное французское тесто бриош. Секрет его текстуры в длительном холодном брожении. Готовы удивить близких необычным вкусом? Сохраняйте список ингредиентов из описания и давайте готовить. Очень важно, чтобы все ингредиенты были холодными. Можно даже охладить дижу и венчик миксера. Разбиваю в миску яйца и взвешиваю. Мне нужно 150 граммов. В моем случае это 3 небольших яйца. Если у вас вес немного меньше, то можете долить холодной воды до 150 граммов, но не больше. В это тесто никакой другой жидкости не добавляют. К яйцам я добавила соль и перемешала. В дижу всыпаю 250 граммов муки. Муку для данного рецепта я использую сильную с высоким содержанием белка. Добавляю 40 граммов сахара и крошу 12 граммов свежих прессованных дрожжей. И так как паска у меня будет закусочной, то я добавляю специи. Пол чайной ложки сладкой паприки, 1 чайную ложку сушеных томатов с базиликом и чесноком, чайную ложку орегано и перемешиваю. Вливаю яйца и вымешиваю массу. После того, как все ингредиенты объединились, я меняю насадку на крюк и вымешиваю тесто 10-15 минут. Тесто уже хорошо отстает от стенок чаши, оно довольно плотное. Начинаю понемногу добавлять холодное сливочное масло. Я его заранее порезала на маленькие кубики и достала из холодильника только сейчас. Вмешиваю 1 часть масла. После того, как вмешалась эта часть масла, добавляю следующую. Очень важно, чтобы температура теста не поднималась выше 25-26 градусов. Если вы видите, что тесто нагрелось, то поставьте его минут на 15-20 в холодильник, а потом продолжайте замес. Так как помимо продуктов я охладила и дижу с венчиком, температура теста у меня около 23 градусов. После того, как вмешалась последняя часть масла, я вымешиваю тесто еще минимум 15 минут. И пока замес продолжается, я подготовлю вяленые томаты. У меня они были в масле, поэтому я положила их на сито и немного просушила. Нарезаю их небольшими кусочками размером с изюм. Вы можете добавить оливки, кусочки твердого сыра или вяленое мясо. Экспериментируйте с начинкой по своему вкусу. Тесто вымешалось, оно гладкое, эластичное, красивого, насыщенного цвета за счет специй. Можно добавить вяленые томаты и перемешать это в миксере. Я поступлю немного по-другому. Немного смажу стол растительным маслом, выложу тесто и растяну его. Если сейчас дать тесту немного отдохнуть, примерно 20-30 минут, то оно расслабится и будет идеально тянуться. Но я не буду ждать. Растяну тесто и посыплю его томатами. Складываю от краев к середине. Подкатываю шар. Кладу в миску и отправляю в холодильник на ферментацию на 12-15 часов. Я убираю на ночь. Теста у меня немного, поэтому я подготовила только 2 формы. Формы бумажные, поэтому я прокладываю их пергаментом. Тесто за ночь увеличилось в 2 раза. Делю его пополам. Несмотря на то, что оно холодное и плотное, видно, что оно пористое. Я буду делать 2 разные паски, поэтому один кусочек теста я формую следующим образом. Подворачиваю края в середину и прижимаю, чтобы тесто склеилось. Подкатываю и переношу в форму. Вторую паску я хочу прослоить соусом песто для еще более выраженного аромата и вкуса. Раскатываю тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 5 мм.
Смазываю его соусом песто. Не нужно намазывать толстый слой, это не маковая начинка, все должно быть в меру. Туго скручиваю в рулет. Защипываю края. Разрезаю тесто пополам, не доходя до края 2 сантиметра. Скручиваю улитку с одной стороны, затем с другой и укладываю их друг на друга. Получается краффин. Помещаю его в форму. Ставлю паски на расстойку на 2–2,5 часа при комнатной температуре. Прошло 2 часа. Посмотрите, как хорошо поднялись мои заготовки. Смазываю поверхность яйцом и ставлю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 20–25 минут. Режим верхний и нижний нагрев. Конечно же, время корректируйте по своей духовке, и если верхушка начинает быстро зарумяниваться, то накройте ее влажным пергаментом. Мои паски выпекались 25 минут. У готового изделия температура внутри должна быть 95–96 градусов. Я вставила щуп, и мне показывает 96 градусов. Даю паскам полностью остыть. Такую пасхальную выпечку глазурью не украсишь. Но я взяла сливочный сыр и отсажу его при помощи кондитерского мешка с насадкой на поверхность. И украшу зеленью, вялеными томатами и каперсами. Вот что получилось. Этот краффин я сверху ничем не смазываю. Давайте его разрежем и посмотрим. Он очень нежный, воздушный и безумно ароматный. Песто впитался в мякиш, но слои все равно проглядываются. Очень большой плюс такой выпечки в том, что и тесто, и готовое изделие можно заморозить, а потом разморозить через холодильник, и оно не потеряет ни вкус, ни качество. Это очень удобно. Если вы ищете что-то особенное и любите гастрономические открытия, этот рецепт для вас. Готовьте и наслаждайтесь. Еще больше рецептов с пасхальной выпечкой смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Смачно!